Сегодня мы в Казани, в гостях у компании Escort, международного производителя контрольно-измерительных устройств для мониторинга транспорта. В последнее время компания буквально бурлит инновациями, поэтому будет очень интересно поговорить с генеральным директором, побывать на производстве и посмотреть офис. Погнали! С первого дня, как мы делаем датчики, у нас была голубая мечта максимально упростить жизнь установщику и интегратору. Сенсоры, которые будут использоваться в системах мониторинга транспорта, будут переходить на беспроводные технологии. Мы пришли к тому, что на контракте мы делать ничего не будем, потому что мы не можем контролировать весь процесс производства. Мы сейчас продаем более чем 36 стран мира шкаф, в котором выращиваются свежие продукты, свежая зелень, свежие овощи. Не бывает так, чтобы сделать новый продукт и сделать его сразу идеально. Антон, сколько тебе лет? Мне 32 года. А как и на каком этапе ты пришел в компанию? Я пришел в эту компанию инженером, который отвечал за установки, за внедрение, за техническое сопровождение. Менял разные позиции в этой компании, и последние 4 года я занимаю позицию как генеральный директор, исполнительный директор нескольких направлений, которые связаны как раз с высокоточным оборудованием. Это датчики, метеостанции, различные газоанализаторы. Как начинался Escort? Начинали мы в 2004 году. И первым этапом нашего развития это была компания, которая занималась внедрением готовых решений в области систем мониторинга транспорта. И первое, что мы делали, это внедряли оборудование для охраны дорогих автомобилей. Мы делали много нестандартных решений, были интересные проекты, вплоть до того, что машина не заводилась без приложенного отпечатка пальцев. Это было уже в 2005 году. Вы первые в России, кто запустили беспроводные датчики уровня топлива в серийное производство. Мы не первые в России, кто запустили беспроводные датчики, но мы первые в России, кто запустили беспроводные датчики по технологии Bluetooth 4.0. Беспроводные автономные, хочу уточнить, датчики. Это значит, что датчик не требует подключения дополнительного питания. То есть в нем установлена батарейка, которая заложена в нем на весь срок службы. И как только мы увидели тренд на то, что ряд производителей, по крайней мере российских трекеров, будет поддерживать на борту Bluetooth 4.0 с протоколом Low Energy, мы сразу же запустили этот проект заново, и достаточно быстро мы смогли сделать датчик с этой технологией, с этим протоколом. Мы написали свой протокол. Есть ряд трекеров, которые достаточно быстро поддержали этот протокол. Есть ряд трекеров, которые мы ждем буквально вот-вот, они должны его поддержать. Поэтому мы видим, что, скорее всего, сенсоры, которые будут использоваться в системах мониторинга транспорта, будут переходить на беспроводные технологии, потому что это, во-первых, сильно облегчает процесс установки, во-вторых, это достаточно дешево в использовании, то есть это не нужно использовать провода, не нужно использовать разъемы, и в-третьих, это позволяет сократить достаточно большое количество саботажей со стороны водителя, потому что исключается главный элемент, к которому прикладывается водитель. Первое, с чем начинает экспериментировать водитель, это разъемы и провода топливного датчика. Их в нашем решении нет совсем. А какие производители GPS-трекеров поддерживают вас и идут с вами по этому пути? Сейчас на 100% нас поддержало два производителя. Это производитель из Перми, компания Неоматика, и европейский производитель Целтоника. То есть мы с уверенностью можем сказать, что с некоторыми моделями их терминалов, которые имеют на борту Bluetooth 4.0, мы поддержаны на 100%. А в разработке порядка 10-12 компаний, ведущих по Российской Федерации, которые обещали нам в течение ближайших месяца-двух реализовать этот протокол. Какие датчики перейдут на Bluetooth после дутов? Сейчас уже у нас серийно выпускается топливный датчик автономный с Bluetooth 4.0, выпускается температурный датчик с Bluetooth 4.0, и в ближайший квартал мы переведем всю линейку наших датчиков, это порядка 9 разных сенсоров, на технологию Bluetooth 4.0. Но это не значит, что мы откажемся полностью от проводных датчиков.
процесс перехода будет постепенный. То есть мы не рубим с плеча, мы понимаем, что на нашем рынке есть достаточно большое количество скептиков, которые сейчас пока не очень доверяют этой технологии. Им нужно время, чтобы они привыкли к ней, им нужно время, чтобы они начали доверять ей, и поэтому мы проводные датчики с производства не снимаем. На ваш взгляд, какое будущее у Bluetooth датчиков? Мы почти на 100% уверены в том, что Bluetooth датчики в ближайшие 1,5-2 года заменят полностью проводные решения. У нас есть несколько запросов из-за рубежа, которые вообще, в принципе, готовы их использовать не в системе мониторинга транспорта в классическом ее виде. Система, которую они хотят построить, базируется на планшетах, которые возят с собой водители. То есть они будут собирать данные с наших Bluetooth датчиков, не используя вообще трекеров. То есть они подключать будут планшеты водителя к нашим топливным датчикам, а эти планшеты водителя, как там открытый канал, будет пересылать эти данные уже в какую-то систему диспетчеризирования, будь то там ваша система, будь то система каких-то других производителей. Производство оборудования достаточно масштабное мероприятие. Как появился стартовый капитал? Я хочу напомнить, что в 2004 году мы начинали как компания «Системный интегратор». И тогда на основании этой компании не нужны большие инвестиции. Какие-то примерные цифры, может быть, скажите? Самое дорогое для запуска производства – это закупка линии поверхностного монтажа. Ну, в нынешних деньгах это в районе 30-40 миллионов рублей. Кто основатели компании? Основателей два у нас в компании. Один очень талантливый инженер, второй очень талантливый инвестор. Вот, талантливый инженер является главным конструктором и главным разработчиком всех наших продуктов, которые мы сейчас выпускаем. Инвестиции привлекались от второго. И вот и один из инвесторов и один из основателей нашей компании является основателем этого холдинга. Смотрите, здесь у нас стоит линия по поверхностному монтажу на печатные платы. Мы пришли к тому, что на контракте мы делать ничего не будем, потому что мы не можем контролировать весь процесс производства, поэтому мы не можем отвечать за качество нашего продукта. И в свое время было принято решение закупить линию поверхностного монтажа, и все оборудование без исключения мы делаем здесь у себя, чтобы максимально влиять на его качество и оперативно реагировать на какие-то изменения в нашем продукте. Прямо сейчас устанавливаются радиокомпоненты на плату датчика. То есть это SMD-компоненты, различные резисторы, конденсаторы. Потом плата там же, на этом же участке проходят электрические проверки все. После этого она попадает на радиомонтажный участок. Тут на радиомонтажном участке на нее напаиваются провода различные. Сейчас мы посмотрим где-то. Ну, примерно выглядит это вот так вот. То есть примерно так вот. Когда плата поступила сюда, на нее напаиваются провода, к ней присоединяется навесное оборудование, если там оно есть, вот как батарейка, например, для блютусного датчика. У нас датчик автономный, поэтому он требует установки батарейки. И после этого она уже поступает, ну, то есть потом это устанавливается вот сюда, в корпус, эта плата протягивается, устанавливается на нее гофра. Дальше она идет на участок установки разъемов. То есть на участке установки разъемов на него устанавливают разъем, и дальше он попадает на химический участок, где его заливают компаундом и проводят окончательную проверку. Есть несколько этапов тестирования. Есть общие тесты, которые связаны с запуском партии датчиков. К ним относятся виброиспытания, у нас есть вибростенд, к ним относятся испытания в термокамере, и к ним относятся испытания по электропроверке высокими напряжениями, переплюсовками, замыканиями. Это что касается партии. Что касается каждого изделия, его проверяют в топливе после сборки. То есть, когда датчик окончательно собран, на этапе тарирования его погружают в топливо, проверяют все его характеристики. То есть это адекватно ли он реагирует на изменение уровня, работают ли у него все режимы и корректно ли установлена прошивка. Тест проходит здесь на производстве. То есть без этого теста печать ОТК в паспорте не появляется. Здесь проходит вот как раз последний этап
тестирования датчиков. То есть каждый датчик, когда поступает сюда на участок, его проверяют на стенде и с помощью специальной программы нашей конфигурационной. После того, как все датчики прошли все этапы тестирования, они уже поступают на заливку. То есть здесь вот конкретно в этих датчиках уже залили компаундом, закрыли крышкой, запрессовали вот прессами, стоящими здесь. Потом вот это еще по поверхность с надписями у нас закрывается тоже защитным лаком UR, который сохраняет маркировку практически на весь срок службы датчика. Процесс финального тестирования, вот если обратите внимание, здесь у ребят стоят вот такие тубы с топливом. Здесь по факту дизельное топливо, которое у нас по регламенту меняется каждую неделю в этих тубах, каждый датчик окунается в это топливо и проверяется на корректность показаний с измерительной части. То есть здесь последний этап, на котором мы делаем финальную отсечку. Не бывает так, чтобы сделать новый продукт и сделать его сразу идеально. Всегда должен пройти этап какого-то тестирования в полях. Мы тестирование в полях осуществляем, у нас есть свое направление, которое занимается внедрением на территории Татарстана. Это, по сути, материнская компания наша, с которой мы и начинали в 2004 году. И она до сих пор функционирует, и у нее есть достаточно большой пул клиентов. Это реальные автотранспортные предприятия с разным видом техники. И, собственно, на них мы первые бета-тестирования проводим. То есть первое бета-тестирование блютусных датчиков было на наших клиентах. Второй этап тестирования был на лояльных дилерах. Они от Калининграда до Хабаровска проводили испытания в своих регионах. И уже третьим этапом мы запустили аккуратное коммерческое использование этих датчиков. Какие минусы есть у датчиков сейчас? Есть недостаточность документации, есть проблема с совместимостью Android и iOS приложений. На каких международных рынках вы присутствуете сейчас? Мы сейчас продаем в более чем 36 стран мира, делаем фокус внимания на страны Латинской Америки, на Восточную Европу. Это два отдельных и два особо перспективных для нас направления. Достаточно много датчиков уходит в Бразилию, в Мексике мы неплохо представлены. В ближайшее время у нас в планах открытие офисов на разных континентах нашего мира. Какой зарубежный рынок для вас сейчас самый развивающийся? Самый бурно развивающийся рынок сейчас для нас это страны как раз Латинской Америки. То есть там уровень проникновения датчиков уровня топлива стремится к нулю. И мы видим все предпосылки того, что рынок будет бурно расти так же, как он рос в России в годах 11-12. Тогда из почти нулевого спроса рост был 200-300%. Сейчас мы наблюдаем примерно ту же ситуацию там. Какая присутствует разница в спросе между зарубежным рынком и российским? Может, есть какие-то особенности? Да, есть особенности, и они связаны больше с сноровкой и инженерной мыслью людей, которые родились в России. Проблема зарубежных рынков, и особенно рынков Латинской Америки, в том, что там нет квалифицированных кадров, которые без труда смогут просверлить отверстие в баке, поставить датчик, протянуть провода до кабины. Для них это трагедия. То есть, когда мы начинаем объяснять, что им нужно сделать, они хватаются за голову и говорят, что на это им понадобится неделя. И по факту так и бывает. Мы в некоторых компаниях датчик устанавливаем по 3 дня. То есть один день им нужно, чтобы отверстие просверлить, второй день, чтобы проложить кабель, третий день они целый день тарируют этот бак. И это достаточно большое является достаточно большой для нас проблемой. То есть квалифицированных кадров для ускорения развития этого рынка там пока не хватает. Но у нас есть планы по изменению этой ситуации. Мы готовим достаточно большой курс обучения для местного населения, грубо говоря, которая позволит, в принципе, добиться вот того уровня скорости монтажа и стоимости этой установки, чтобы максимально ускорить процессы выхода этих датчиков на рынок. Потому что
Вот длительность установки влечет за собой высокую стоимость этой установки у конечного клиента. То есть ему выставляют огромные счета за установку одного датчика. И это является тоже фактором, тормозящим кратное увеличение объемов продаж в этом рынке. В тех странах и в тех компаниях, в которых это успешно победили, мы видим бурное и сильное развитие. Например, в Бразилии. Есть несколько компаний в Бразилии, которые не боятся устанавливать датчики и делают это не хуже, чем у нас в России. Но там есть небольшой секрет, что управляет всем этим человек из России. То есть там люди приехали и обучили по факту инженерный состав, и все тонкости и фишки рассказали, привезя их из России, и поэтому они бурно очень развиваются. Там они буквально становятся монополистами, потому что дают такое решение за такие деньги. Вот нам нужно мультиплицировать этот эффект на другие страны. Мы знаем, как это сделать, и мы обязательно это будем делать. Bluetooth датчики уровня топлива — это, безусловно, история успеха компании Escort. Хотелось бы послушать про такие жесткие факапы, про какие-нибудь неудавшиеся эксперименты. Факапы есть, будут, и, по сути, мы на них учимся и не допускаем их в своих новых продуктах. И для себя что-то конкретное выделить, наверное, можно. Это, наверное, датчик Escort TD Online. Были определенные проблемы на старте продаж, и они были связаны по большей части не с нами. Это проблемы, которые нам подкинул поставщик приемников. Он долго не признавал этих проблем, не давал нам решения этой проблемы, и мы достаточно много крови попортили нашим интеграторам и дистрибьюторам. Хотелось бы поговорить про корпоративную культуру, как устроена и налажена работа сотрудников в компании. То есть, например, в некоторых IT-компаниях у сотрудников свободный рабочий график. Они могут работать когда угодно, где угодно. Нечто подобное существует ли у вас в компании? Как таковой корпоративной культуры, описанной в 3 томах, у нас нет. Но у нас есть принципы, которых мы стараемся придерживаться. Первый по поводу дресс-кода. Дресс-кода у нас как такового нет. Вы могли заметить, что у нас свободная форма одежды, в разумных пределах. У нас есть места для отдыха для людей. У нас есть даже место, где можно во время обеда поспать, потому что мы понимаем, что 15 минут обеденного сна делают человека продуктивнее раза в 2, чем если бы он этого не сделал. У нас график посещения не свободный, но достаточно легко регулируемый. То есть за опоздание на полчаса, за 40 минут никто по голове стучать не будет. Мы согласовываем с сотрудниками время прихода, время ухода. Они могут приходить по обычному штатному расписанию, они могут свой график формировать сами. Мы не требуем никаких справок, мы не требуем от людей находиться с 8 до 5 на рабочем месте. От них нам нужен результат. У нас есть точки съема этого результата, то есть есть определенный KPI у каждого сотрудника, у каждого он свой, вплоть до офис-менеджера, у него есть свои KPI. И если он выполняет эти KPI на 100%, вопросов к нему нет никаких. Если он их не выполняет, мы начинаем разбираться, с чем это может быть связано. Как отдыхают сотрудники в компании? Ваш последний корпоратив? Наш последний корпоратив был как раз гонка героев. То есть мы как компания оплачивали входные билеты на эту гонку. Мы собрали самых стойких, самых нацеленных на результат. Вместе с ними бежали это трудное испытание. Сейчас мы находимся в конференц-зале. Расскажи, пожалуйста, какие мероприятия вы здесь проводите? Это очень интересное место. Здесь мы проводим кейс-клуб, называется это мероприятие. Мы его проводим каждую 2-ю среду месяца. Здесь мы пытаемся найти для себя новые кадры в плане топ-менеджмента. И суть этого мероприятия заключается в следующем. Мы за достаточно длительное время собрали в этот клуб множество людей из бизнеса, то есть это какие-то крупные бизнесмены с большими бизнесами, это творческие люди, это продажники, это маркетологи и просто талантливые студенты, которые хотят показать себя. На этом мероприятии мы разбираем нестандартные кейсы, пытаемся их решить, пытаемся помочь компании, которая к нам обратилась. Со своей стороны в процессе мы наблюдаем за людьми, как они себя ведут, как они делают презентации своих продуктов, как они мыслят, в какую сторону направлена их деятельность.
Я скажу так, что с этого мероприятия львиная доля топ-менеджмента и руководителей компаний, которые занимаются различными направлениями в нашем холдинге, было взято именно отсюда. Вот, к примеру, тот же Smart Garden, это огороды в шкафу, руководитель этого направления вышел из кейс-клуба. А можешь рассказать подробнее о проекте «Огород в шкафу»? Помнишь, бабушки наши на балконах выращивали рассаду, и мы получали раз в год какие-то помидоры с балкона. Вот эта трансформация, эта идея в более современный вид. Это будет выглядеть примерно так, но только будет намного красивее и нарядней. В нем можно будет выращивать свежую зелень, быстро созревающие овощи. И все это работает без грязи, без земли, на водяном растворе. Это, насколько я помню, это гидропоника. Это будет все автоматизировано, все будет завязано на мобильное приложение. То есть вы в любой точке мира можете контролировать процессы, происходящие у вас дома, и не нужно будет там постоянно копаться в земле и добавлять какие-то пестициды. Все будет максимально автоматизировано. Человек видит все происходящие процессы в этом шкафу и может контролировать любые процессы и влиять на них через мобильные приложения или через десктопное приложение через PC. Люди в больших городах не имеют физической возможности выращивать экологически чистые продукты под своим контролем или там где-то на своем приусадебном участке. И все больше и больше семей смотрят на экопродукты, и это вот самый дешевый, самый простой и доступный способ получить экопродукт, который может в любое время попасть на ваш стол, не выходя из дома. Вообще, как можно видеть, у вас очень много направлений, и компания не стоит на месте, постоянно пробует что-то новое. Скажи, над сколькими проектами вы работаете на данный момент? На самом деле компаний в холдинге очень много. И если мы абстрагируемся и будем говорить только о компании, которая занимается электроникой, то это как минимум 6 проектов. Это огород в шкафу, это топливные датчики, это беспроводные системы, связанные с LoRaWAN, это метеостанции и светодиодные светильники. Это вот, кстати, наша последняя разработка, которую мы пустили в серию. Это автономная метеостанция, которая с высокой точностью позволяет контролировать текущее состояние погоды. И сервис, который мы разработали, позволяет предсказывать возможные заболевания растений. То есть это в большей степени заточено на экономию для сельхозпредприятий, потому что там потеря урожая винограда, например, может стоить миллионы рублей. А вот наша система и наша метеостанция позволяет этого избежать. То есть она предсказывает болезни по факторам, которые предшествуют этой болезни. То есть это, к примеру, температура была в районе 30 градусов в течение 3 дней с направлением ветра таким и влажностью такой, то с высокой вероятностью до 98%, скорее всего, культура заболеет вот такой-то вот болезнью. Мы даем такие алармы, и уже по приходу этих алармов там сельхозпредприятия, аграрии принимают какие-то решения. То есть поливать, не поливать, удобрять, не удобрять, и какие меры предпринять, чтобы не потерять урожай. И по сути эта метеостанция первая и единственная в России, произведена на территории России, запатентованная в России, программное обеспечение написанное в России. Какие планы у компании Escort на будущее по завоеванию мира? Завоевать весь мир. Это как был, по-моему, мультсериал по каналу Pinky Brain, что мы будем делать завтра. Вот у нас такой план — завоевать весь мир. Мы хотим очень активно, и мы будем очень активно развиваться именно на экспортное направление. И с учетом нынешней ситуации с валютой, все карты у нас в руках.